Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами новым вариантом всеми любимого торта «Наполеон». Готовится он быстро и просто, особенно если использовать покупное слоеное тесто. Получается невероятно вкусный и красивый в разрезе. Хрустящие слоеные коржи и вкуснейший крем с легкой лимонной ноткой. Такой торт «Наполеон» – это беспроигрышный вариант для любого праздничного стола. Рекомендую его приготовить и попробовать. Для приготовления заварной основы мне понадобится в сотейник вливаю молоко. Доведу его почти до кипения. В миску всыпаю сахар, соль и крахмал. Хорошо перемешиваю. Добавляю яйцо. Перемешиваю все до однородности, чтобы не было комочков. Часть молока вливаю в яичную смесь и все время помешиваю. Оставшуюся часть молока возвращаю на плиту и вливаю в него получившуюся смесь. И теперь варим заварной крем до того момента, когда он загустеет и закипит. При этом все время помешиваем, чтобы крем не пригорел. Масса довольно быстро начинает густеть. Посмотрите, появились пузыри. Крем закипел. Провариваю его еще буквально несколько секунд, интенсивно перемешивая, и снимаю с плиты. Добавляю экстракт ванили. Посмотрите, какой он получился шелковистый, очень гладкий, без единого комочка. Закрываю крем пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю крем до полного остывания. Для рецепта мне также понадобится сок одного лимона. Сразу вас сориентирую, у меня получилось 50 мл сока. Для рецепта надо обязательно использовать сгущенку на цельном молоке. Выливаю сгущенку в миску, вливаю в сгущенку лимонный сок и начинаю все перемешивать миксером до загустения сгущенки. Посмотрите в итоге, какая масса получается. Она стала пышная, загустела. Для рецепта я буду использовать готовое слоеное тесто. У меня два куска по 250 граммов. Они раскатаны очень тонко. Пласты теста я разрезаю на полоски толщиной примерно 1,5-2 см. Перетаскиваю тесто вместе с пергаментной бумагой на противень. Сверху полоски, по желанию, можно слегка присыпать сахаром для образования карамельной корочки. И отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 10-15 минут, чтобы полосочки теста красиво подрумянились. Точно так же разрезаю и второй пласт теста и присыпаю сахаром. Первая партия полосочек испеклась. Так как тесто я не разъединяла, сейчас я его еще немного подрезаю. Получились вот такие полосочки теста, очень хрустящие и румяные. Отправляю выпекаться второй пласт теста. Для приготовления крема все готово. Заварная основа уже остыла, масло наоборот стало комнатной температуры, и я подготовила сгущенку с лимонным соком. Теперь в миске я взбиваю мягкое сливочное масло в пышную светлую массу примерно в течение 5 минут. Небольшими порциями в масло добавляю заварную основу и хорошо перемешиваю. Я всю заварную основу добавляю примерно в 4 приема. После того, как сгущенка постояла буквально 5 минут, посмотрите, насколько она загустела. Получается вот такая пышная, воздушная, абсолютно не жидкая. Сейчас я ее также небольшими порциями добавляю в крем и хорошо перемешиваю.
Также добавляю примерно в 4 приема. В итоге получается нежный, воздушный и очень вкусный крем. Собирать торт я буду в разъемной форме. Размер 28 на 18 сантиметров. И также при помощи канцелярской папки я слегка нарастила бока формы. И также благодаря этой канцелярской папке торт будет легко извлечь из формы. У меня полоски теста получились чуть большего размера, чем моя форма, поэтому я их слегка подрезаю. Вот эти обрезки и несколько вот таких палочек я также оставлю для украшения. Вторая партия полосочек испеклась, и я их также оставляю остывать и обрежу до нужного мне размера. Немного крема я отбираю, чтобы потом промазать бока у торта. И теперь собираю торт. На дно формы выкладываю полоски теста. Сверху промазываю кремом. Крем обязательно должен попасть также между полосками, чтобы торт хорошо держал форму. Выкладываю следующий ряд полосок. Сверху снова выкладываю крем и разравниваю. Всего у меня получится 3 слоя теста. Выкладываю последний, третий слой из полосок теста. И сверху оставшийся крем. Закрываю торт пищевой пленкой и отправляю в холодильник примерно на 6-8 часов для пропитки и стабилизации крема. Я обычно такой торт отправляю в холодильник на ночь. На моем канале около 1500 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: Люда Изи Кук и название блюда. Или Люда Изи Кук и любое слово по теме рецепта. Я сделаю крошку для украшения торта. И теперь остается торт только украсить. Слегка промажу его отложенным кремом. Украшаю сверху крошкой. Получился вот такой очень красивый и вкусный Наполеон. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!